Приветствую всех зрителей на моем канале, меня зовут Ирина. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое полезное видео. Сегодня ко мне на коррекцию вернулись вот эти ручки. Если кто смотрел, здесь я делала дизайн с полиэтиленом и наращивала один ноготь на салфетку. Кто не видел, можете посмотреть, ссылка вверху экрана. Что можно сказать, указательный ноготь на салфетке относился отлично, дизайн тоже. Единственное, моя модель еще учится в школе, и кто-то нечаянно в неравном бою после уроков сломал ей 2 ногтя. Ну что ж, бывает. Все ногти делать короткими Соня наотрез отказалась, попросила нарастить и оставить длину. Да, я заметила, что среди молодежи ее возраста и чуть старше длинные острые ногти нынче популярны, даже очень. Вспоминаю себя в 15 лет. Что мы делали с ногтями? Всеми правдами и неправдами пытались отрастить подлиннее и рыдали из-за сломанного ногтя. А уже в 17 я сама себе наращивала ногти гелем после первого в моей жизни курса по моделированию ногтей. И пошло-поехало. Так что, вспоминая себя, понимаю, что многие девчонки проходят этот путь от длинных ногтей к коротким. А тем временем я сняла покрытие и опиливаю форму. Для того, чтобы такая длина носилась, есть несколько нюансов. Во-первых, сразу скажу, что базы для гель-лака вообще-то не предназначены для километровых ногтей. Для этого есть твердые материалы – гель, полигель, акрил. Но так как я мастер, работающий на потоке, скажу, что обладательницы длинных натуральных ногтей не хотят наращивать и доплачивать за это деньги. Их и так все устраивает. Вот такая вот правда. Итак, что же важно для носибельности таких ногтей? Конечно же, не нужно полностью снимать базу с ногтей, все-таки толщина тоже играет свою роль. И потом при нанесении базы важно сформировать правильную архитектуру, чтобы апекс был в нужном месте и база не убежала к торцу или по бокам. И да, чуть не забыла про точки вроста, они не должны быть перепилены, иначе ногти будут ломаться. Ну и конечно же, обладательница этих ногтей должна аккуратно с ними обращаться в повседневной жизни, беречь как зеницу ока, как говорится. Не стоит все-таки всю ответственность сбрасывать на плечи мастера. Теперь конусом вычищаю птеригий. Работаю на 18 тысячах оборотов. Аккуратно оттягиваю большим или указательным пальцем кожу, чтобы видеть и контролировать работу фрезой. Следующим этапом наращиваю ногти. Протираю нейл-препом и праймером, покрываю тонким слоем базы для гель-лака. Просушиваю 30 секунд. Тем временем срезаю кутикулу на левой руке. Теперь подставляю форму. Предварительно я ее подрезала в точках вроста, чтобы хорошо подставить и боковые валики не мешали.
Выкладываю полигель. Самый тонкий слой оставляю у кутикулы и далее апекс и формирую нужную форму и длину. Смотрю обязательно боковушки, чтобы там было достаточно материала и не было ступеньки. По бокам лучше оставить больше материала, чем потом докладывать. Делаю по одному ногтю, просушиваю в лампе и снимаю форму. Опиливаю сначала фрезером, убираю явно лишний материал, корректирую длину. Далее дорабатываю уже пилочкой. В идеале нужно было взять на 150 грит, было бы быстрее, у меня на 180. Эти ноготочки должны быть максимально похожими на своих натуральных соседей. Теперь доделываю маникюр на правой руке, срезаю, полирую, шлифую бафом ноготь и подготавливаю к покрытию. Покрываю базой натуральные ногти. Распределяю каплю, показываю, как это должно выглядеть сбоку. Базу для такой длины лучше взять средней густоты или густую, не раббер базу, а гель базу, она более жесткая. На нарощенных ногтях тонкой кистью прокрашиваю базой только в зоне кутикулы. Ногти на левой руке покрываю в один тон. В работе использую гель-лак Milano 0,55. В качестве дизайна будет мрамор в технике текстуры. Ставлю капли нескольких оттенков, слегка перемешиваю кистью и набираю на плоскую кисть. Выкладываю на ноготь и тонкой кистью дорабатываю. Тут важно сделать умеренный слой, чтобы он хорошо просох.
просушиваю в лампе. Покрываю теперь топом, финальная просушка и готово. Хочу сказать, что камера не передает всю глубину этого дизайна. Получилось очень нежно, несмотря на нескромную длину ногтей. Если вам понравился сюжет или есть вопросы, пишите в комментариях, мне будет приятно. Надеюсь, это видео заслуживает лайк, а кто на моем канале впервые, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем желаю хорошего дня и до встречи в новых видео. As time goes by, still I'm holding on to you. I know that it's time.